Всем привет, меня зовут Катя, и вы на канале Гудзик DIY. Сегодняшнее видео у нас переделка. Решила я переделать весенних гномиков. Делала я их к Пасхе, но пасхальные праздники давным-давно закончились, и я решила, почему эти гномики будут стоять и пылиться без дела. Тем более, что гномы всегда ассоциируются у меня с Новым годом. Так что давайте смотреть, что у меня из этого вышло. И начну с вот этого самого высокого и яркого гнома. Я так и буду оставлять его на длинных ножках. Нужно только переодеть его из шорт в брюки. Зима все-таки. Кофточку и траву окрашиваю более темным зеленым цветом. И пока краска сохнет, делаю листики для рождественского цветка пуансетии. Как всегда, воспользуюсь своей любимой корзинкой. Просто приклеиваю плоские кусочки воздушного пластилина к рельефу листиков и жду, пока они подсохнут. После этого подравниваю края и собираю цветок на круглый кусочек пластилина и подклеиваю лепестки на ПВА. Оставляю сушиться и продолжаю окрашивать гномов. Колпачок маленького гнома крашу тем же темно-зеленым цветом. Я решила объединить этих гномов одной цветовой гаммой. И этим же цветом тонирую пуансетию, чтобы она не была слишком яркой. Весь розовый цвет неравномерно покрываю коричневой краской. И после этого покрываю глянцевым лаком, в который добавила капельку темно-серебристой краски. Бороды не хочу оставлять белыми, потому что люблю новогодний декор в винтажном стиле. И для того, чтобы этот белый цвет состарить, в лак добавила немного желтой и коричневой краски. Лак остается жидким и затекает во все выемки, подчеркивая весь рельеф. Теперь зеленый цвет покрываю тем же лаком, в который добавляла серебристую краску. К этому времени просох первый слой пластилина. Покрываю ножки вторым слоем и делаю рельеф кусочком смятой фольги. Возвращаюсь к своей любимой корзинке. На этот раз мне понадобится бортик. Я не жду высыхания пластилина, чтобы удобно было распределить его по шапке.
Рельеф подчеркиваю оранжевой и розовой краской. Я сегодня использую такие не очень типичные сочетания цветов для Нового года. Тем более, что красного новогоднего декора будет еще очень много. Решила подчеркнуть рельеф синими перламутровыми тенями. Просто на тот момент у меня не было светлой перламутровой краски. И вместо пасхального кулича в руках гном будет держать стопку подарков. Колпачки украшают цветами. А подарки и траву делаю немного заснеженными. Все, на этом фигурки готовы, остались только покрыть их лаком. И гнома-рыбачка я тоже буду переделывать, но совершенно в другом стиле. Для основы я смешала пластилин с пенопластовыми шариками напополам с обычным воздушным пластилином. Мне хочется получить такой эффект разъеденной и рыхлой поверхности, для того, чтобы сделать эффект окисленной бронзы. Закрашиваю сначала темно-коричневой краской, а затем добавляю немного оранжевой для имитации ржавчины. Хорошенько разбавляю, чтобы она хорошо проникала во все углубления. И несколько оттенков бирюзовой краски, имитируя цвет окисленной меди. И уже полусухой кистью наношу медный цвет. Вместо панамки от солнца сделаю новогодний колпачок. В качестве помпона я взяла золотистую ягодку. На колпачке делаю меховую фактуру зубочисткой. А усы и бороду хочу сделать менее фактурными, как будто они сделаны из металла. Для этого воздушный пластилин вытягиваю и наношу полосами.
И также полусухой кистью подчеркиваю рельеф. В руках гном будет держать небольшую елочку. Для этого просто надрезаю конус с маленькими ножницами по кругу. Во второй руке он будет держать букет из сложных тычинок. Если сами тычинки подходят по цвету, то ножки нужно покрасить. Осталось только приклеить весь декор и ладошки, и можно покрыть всю фигурку лаком. На этом у меня сегодня все. Жду ваше мнение в комментариях, как вам понравились больше гномики до переделки или после.